Добрый день! Рада приветствовать вас в кулинарной академии Kenwood. И сегодня я покажу вам, как при помощи кукинг-шефа и всего минимального набора ингредиентов можно приготовить домашние сосиски. Сосисок, конечно, большое разнообразие в магазинах, есть разные, копченые, с сыром, какие угодно. Но что касается, когда вы хотите накормить своего ребенка, я как мама рекомендую все-таки смотреть на состав и уделять большое внимание, из чего же они все-таки сделаны. Если найти натуральные сосиски практически нереально в магазине, то рекомендую их сделать. Сейчас я покажу, как делаю это я. Из оборудования нам понадобится кукинг-шеф, насадка мясорубка, насадка кухонный комбайн и мультиизмельчитель. А из ингредиентов всего лишь мясо, свинина и индейка и небольшой набор сухих специй. И, конечно же, большой вопрос возникает в оболочке, в какую оболочку отправлять сосиски. Я использую только натуральную. В данной ситуации у меня сейчас будет именно для сосисок размер 22-24, это будет баранья оболочка. Как видите, она продается уже вот в соли. Это формат очень удобен, что они разделены каждая по метру. Соль — это хороший консервант. Можно брать в холодильник и хранить их там в течение 3 месяцев герметично закрытыми. Предварительно, прежде чем начинать с ними работать, просто смыть излишки соли, не замачивать, не держать их в воде по 20-30 минут, потому что оболочка, она становится более рыхлой, и весь фарш потом будет вылезать из нее, а нам необходимо, чтобы он был внутри. Формат оболочек в продаже существует колоссальное множество. Когда вы покупаете оболочку, которая находится в жидкости, и там, как правило, ее очень много, ее нужно использовать здесь и сейчас. Я не рекомендую ее замораживать, потому что после разморозки оболочка имеет свойство разрываться. Соответственно, вы начинаете терять время, нервничать, что что-то не получается. Идеальный вариант, когда ваша оболочка продается в соли. Обратите внимание, что я использую только сухие ингредиенты, специи. Почему я не добавляю свежий лук? Потому что, когда вы начинаете готовить, он, во-первых, дает очень много сока, но теряется вкус. То же самое вот свежая зелень, она теряется. Ароматнее, вкуснее получается, когда вы добавляете те же ингредиенты, только сухие. Здесь у меня набор специй: сухой чеснок, лук, кориандр, зира, та же самая соль, смесь перцев, лавровый лист. Что касается мяса, здесь я использую бедро индейки и бедро свинины. Соответственно, почистила мясо, чтобы было как можно меньше жира. Жир, конечно, это все прекрасно, это проводник вкуса. Когда мы делаем колбаски, соответственно, жир мы не убираем. Но для сосисок я немножко вот жир убрала. Приступим к первому этапу. Из мяса нам необходимо сделать фарш. В насадке в мясорубке устанавливаем самую мелкую решетку. Пропускаем фарш через мясорубку можно 1 или 2 раза. Соответственно, если вы хотите более пюреобразный фарш получить, будем применять насадку кухонный комбайн. Насадку мясорубку я сейчас уберу в сторону, но недалеко, потому что когда я буду набивать сосиски, мне понадобится помощь мясорубки. Что касается фарша, одну часть я дополнительно еще прокручу в комбайне, чтобы еще больше измельчить фарш пополам. Одну часть оставляю после мясорубки, а одну после комбайна. И потом мы все это объединим вместе со специями. Теперь подготовим специи. Для начала мне их нужно измельчить. Все отправляем к фаршу. Для того, чтобы мне все это объединить, мне понадобится насадка Q-образная.
Вот сейчас мы приступим наполнять сосиски. В комплекте с нашей мясорубкой идет вот такой замечательный набор. Он играет очень важную роль в набивке для колбасок и вообще для работы с мясорубкой. Не нужно дополнительно искать, приобретать насадки. Вот как видите, в комплекте очень много насадок. Я сейчас буду использовать маленькую насадку для сосисок. Что касается более крупного калибра сардельки и колбаски, то используется вот данная насадка. Обратите внимание, почему здесь вот есть полосы. Это сделано специально для того, чтобы воздух выходил, чтобы мы колбаску или сосиску наполняли не воздухом, а именно начинкой. Это очень важно. Соответственно, благодаря этим полоскам работать с насадкой очень легко. Приступаем к завершающему этапу приготовления сосисок. Мне вновь на выручку придет насадка мясорубка. Все уже вдето. И обращаю ваше внимание, что я сейчас буду работать без перчаток. Для чего? Когда я начинаю работать с оболочкой, я хочу ее чувствовать. В перчатках, к сожалению, сделать это невозможно. И тут есть такой нюанс. Когда идет начало набивки, нужно рукой смочить саму насадку, тарелку, куда будет уже идти готовое изделие, и набиваем на саму насадку оболочку. К сожалению, в перчатках у меня не получается это сделать. Оставляем кончик, потихоньку набиваем мясорубку фаршем. Как только дойдет до сюда уже фарш, только тогда делаем узел. Я объясню почему. Потому что мясорубка сейчас пустая, в ней есть воздух. И когда пойдет плотный фарш, соответственно, в первую очередь будет выходить воздух, чтобы этот воздух нам просто не наполнял оболочку. Как только пойдет фарш, делаем узел. Сосиски наши собраны. Теперь я покажу два способа, как их можно приготовить. Опять же, мне придет на помощь техника от компании Kenwood. Я буду использовать паровую корзину. Соответственно, сосиски одну часть я приготовлю на пару, а другую приготовлю на гриле. Вода у меня уже закипела. Отправим сюда. Вот так вот соберем. Отправляем сосиски. Закрываем. Так, температуру, таймер, буквально 10 минут, и они у нас будут готовы. Гриль нагрелся, отправляем вот такую сеточку из сосисок жарить в гриле. Самое главное, не придавливайте грилем, не давите, чтобы не выходил сок из сосисок. И очень важный момент, почему-то все во время жарки или готовки стараются проткнуть сосиски. Ни в коем случае этого делать не нужно, потому что будет вытекать сок, и вы будете получать кусок там сухого мяса. Соответственно, сосисок получилось очень много. За один присест съесть столько, ну, будет очень большая нагрузка на организм, на желудок. Поэтому какой лайфхак я предлагаю? Все, что вы не приготовите здесь сейчас, можно убрать в такие пакеты и убрать в морозильную камеру. И, соответственно, придете домой голодные и знаете, что у вас есть дома для своих детей натуральные сосиски. Обратите внимание, почему я их не нарезаю. Готовые сосиски для того, чтобы объединились лучше с оболочкой, оставить можно в холодильнике на сутки. Только тогда их поштучно нарезать. Сейчас этого делать не стоит, иначе фарш просто будет выходить. Очень часто, когда вы покупаете колбасные или сосисочные изделия, на упаковке вы видите, что там добавляются фосфаты и нитрат. Не бойтесь, пожалуйста, этих фраз. Производители для того, чтобы обезопасить продукт и сделать его более безопасным, добавляют нитраты. А фосфаты нужны для того, чтобы удержать в изделии влагу.
Соответственно, хотите применяйте эти добавки, хотите не применяйте, дело ваше, дело вкуса. Хотите усиливайте специями, хотите делать их менее яркими. Все зависит от ваших желаний и предпочтений. А фосфаты и нитраты в маленьких количествах, они безопасны для человека, поэтому не пугайтесь. Но, естественно, злоупотреблять этими добавками не стоит. Второй вариант, приготовленные на пару. Соответственно, видите, они немножко посветлели, стали более белые, практически похожи с цветом, с теми сосисками, которые приобретаются в магазине. Но разница во вкусе будет колоссальна, потому что вы знаете, из чего вы ее приготовили, какие ингредиенты вы сюда добавили. Вы сами можете комбинировать, сделать из курицы, либо из говядины, из кролика, из утки. Вариаций очень много. Поэтому готовьте для своих родных, любимых дома, а кухонная техника Kenwood вам в этом будет помогать.